Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 29 октября. И начинаю я, как обычно, с напоминания о том, что юридическая компания «Консультант» ждет обращения военнослужащих и членов их семей для оказания юридической помощи в решении проблемных вопросов прохождения службы военнослужащими и финансовых выплат. Причем финансовых выплат как военнослужащим, так и членам их семей. Для того, чтобы получить бесплатную консультацию, как решить вашу проблему, необходимо воспользоваться ссылкой в описании к этому видео. Ну а если вы принимаете решение дальше работать с этой юридической компанией, то тогда желательно установить на свой смартфон мобильное приложение, и вы на прямой связи с юристами компании. Ну а мы начинаем. Начинаем оперативную обстановку и за прошедшие сутки рассматривать. И начинаем ее с ночи. Сегодняшняя ночь началась вчера в 22 часа по киевскому времени. Начали звучать сигналы воздушной тревоги по территории Украины. И враг начал наносить удары воздушными средствами нападения по нашей стране, по территории нашей страны. Враг нанес удар баллистической ракетой «Искандер-М» по городу Кривой Рог из Крыма, из украинского Крыма, временно оккупированного рашистскими войсками. К сожалению, есть погибшие и есть раненые. Довольно значительное разрушение жилой дом и прилегающие к нему строения. Далее враг атаковал в нашу страну 48 ударными беспилотниками типа «Шахед». Беспилотники направлялись в Украину из района Орел и района Курск. То есть здесь в основном было северное направление задействовано, это Российская Федерация. Авиация противника круглосуточно запускает управляемые авиабомбы, то есть кабы, по прифронтовой территории и по приграничной территории нашей страны. Так, удар кабами вчера вечером состоялся по городу Харьков. Там есть погибшие и раненые, и есть разрушения. Бомбы рвались прямо в центре города. Самое примечательное, о чем мне надо сказать, пострадало здание Госпрома. Не путайте с Газпромом. Это Госпром, государственная промышленность. Это здание историческое, это памятник ЮНЕСКО, занесен в список ЮНЕСКО. И он строился еще в 20-е годы, в конце 20-х годов, как символ индустриального развития Советского Союза. Так вот, даже фашисты во Вторую мировую войну не тронули это здание. Да, оно сгорело, оно было выгорело, но оно было целое. Сегодня российские фашисты ударили бомбой именно в это здание. Это визитная карточка была Харькова. Я думаю, она будет, мы ее восстановим, но просто какой цинизм, какие военные преступления, какая подлость со стороны российских фашистов. Далее мы отбивались от этого воздушного направления всеми возможными средствами. Была привлечена авиация, были привлечены зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны Украины. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Кстати, Киеву тоже досталось, но город Киев смог сбить все летевшие шахеды на город. Но, к сожалению, в результате падения обломков в одном из районов Киева есть пострадавшие, есть разрушения. Повреждения получил жилой дом и объекты, несколько автомобилей и магазин, который был, то есть объект инфраструктуры. Также есть пострадавшие. Слава богу, нету погибших. Но, видите, потери и в инфраструктурных объектах, в жилом фонде и самое главное потери в людях, гражданских людях у нас, к сожалению, в результате этих вражеских атак есть.
По состоянию на 9 утра сегодняшнего дня было подтверждено сбитие 26 ударных беспилотников врага, 20 беспилотников было локационно потеряно, то есть они были подавленными средствами радиоэлектронной борьбы провоздушных сил, вооруженных сил Украины. Один вернулся в Российскую Федерацию, ну, я вам объяснял, как это может происходить, и еще один беспилотник, по нему информация уточняется, как написано в сводке воздушного командования Вооруженных сил Украины. Ну, а вот такая воздушная обстановка была за прошедшую ночь. Закончилась эта битва где-то в районе 6 часов утра. Начались отбои воздушных тревог. И дальше, слава богу, страна начала жить без них, без этих воздушных тревог. Как будет дальше, ну, посмотрим. Сегодня больше пока воздушные тревоги не объявлялись. Опускаемся на землю. Теперь обстановка на линии фронта. На линии фронта за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений. Более трети из них приходится на Кураховское направление. Кураховское направление стало, ну, я бы еще добавил, наверное, сюда и Времовское направление, потому что по принципу, где повезло, туда и давим, российское командование на Времовском направлении пытается всеми силами развивать успех. Поэтому вот два бы отметил направления, это Кураховское и Времовское, где происходит основная битва прошедших суток. Вот правильнее так будет сказать. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям наших подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 93 авиационных удара, в том числе сбросил 67 кабов. Кроме того, артиллерия вражеская совершила более чем 4800 обстрелов наших позиций, прилегающих к ним территорий. Из них 148 обстрелов осуществлялось с помощью реактивных систем залпового огня. По обобщенной информации, на всей линии фронта противник задействовал для поражения наших войск более 1600 дронов камикадзе. Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ну, то есть практически вся линия фронта, включая и Черниговскую и Сумскую область, которые в принципе там активных боевых действий нет, но тем не менее вражеское командование не оставляет эти области в покое и продолжает нанесение огневых ударов по их территориям. По оперативным направлениям ситуация складывается следующим образом. Харьковское оперативное направление. 4 боестолкновения произошло. Бои шли в районе населенного пункта Волчанск. Там, ну, так же, как и предыдущие сутки, тут ситуация не поменялась. Враг пытается атаковать, пытается выбить нас с северной части Волчанска, но в принципе у него это не получается. Атаки эти захлебываются, и поэтому мы сохраняем все свои позиции. И линия фронта на Харьковском оперативном направлении на обоих плацдармах, которые удерживают российские оккупационные войска на территории Харьковской области, не меняется. Купянское направление. Тут количество боестолкновений немножко снизилось. 13 их за сутки было зафиксировано. Силы обороны отражали атаки в районах Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой. Ну, надо отметить то, что здесь мы, в принципе, довольно быстро восстанавливаем обороноспособность наших войск. Даже несмотря на то, что противник иногда добивается успеха и где-то может продвинуться на несколько сотен метров вперед. Но далее наши войска стараются максимально стабилизировать линию фронта и продолжают удерживать позиции. И российскому командованию приходится каждый раз опять подтягивать второй эшелон, опять привлекать бронетехнику для очередных накатов, для очередных штурмов наших позиций и нести соответствующие потери. И сейчас вот опять
ситуация более-менее налаживается на Купянском направлении. То есть, несмотря на рассечение нашего оперативного направления на две части, на северную и южную, мы начинаем потихонечку восстанавливать обороноспособность наших подразделений. И линия фронта в результате 13 атак за сутки, это уже не первые сутки, когда мы отбиваем все атаки противника, независимо от того, есть участие бронетехники в этих атаках или это мясные штурмы пехотные, но мы не допускаем потерь позиций с нашей стороны, что самое главное. Так что за прошедшие сутки на Купянском направлении линия фронта остается без изменений. Лиманское направление. Здесь количество атак тоже немного уменьшилось. 15 атак было предпринято вражескими войсками на наши позиции. Атаковал враг в основном в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского. Но ни одна из атак не принесла рашистам успеха. Мы оборону удержали, потерь позиций не допустили. И, соответственно, линия фронта на Лиманском направлении тоже остается без изменений. Краматорское направление. Тут боевая активность спала со стороны рашистских войск. Видимо, либо идет перегруппировка для наращивания, с попыткой наращивать усилия, если опять же рашистское командование нашкребет эти усилия, или те части, или те тяжелое вооружение для того, чтобы нарастить эти усилия. Поэтому всего 3 атаки было предпринято рашистским командованием на Краматорском направлении. Одна атака в районе Часового Яра, 2 атаки в районе Часового Яра и 1 в районе Ступочек. Но ни одна из атак не принесла врагу успеха. Все 3 атаки захлебнулись, и наши войска удержали позиции на Краматорском направлении. Так что линия фронта здесь не меняется. Торецкое направление. Тут вообще была одна попытка атаковать наши позиции в самом населенном пункте Торецком. Такая была больше даже, наверное, похожа не столько на атаку, сколько на разведку боем. Была попытка разведать нашу линию обороны в самом городе Торецке. Она оказалась тоже безуспешной. Атака была отбита еще на подступах к нашим позициям. Здесь тоже очевидно Торецкое направление. Кстати, с Торецкого направления снимали бронетехнику, потому что рашистское командование боится запускать бронетехнику в город. Особенно после таких разгромов колонн, как это было в Волчанском, когда 17 единиц бронетехники зашли в город и ни одна не вышла. Все были сожжены вместе с той пехотой, которая на них ехала. Так вот, с Торецкого направления тяжелое вооружение, бронетехнику передавали на Покровское направление, когда там пытались развивать наступление. Но Покровское направление на сегодняшний день мы пытаемся сдерживать натиск врага. И уже не первые сутки мы не допускаем потерь позиций с нашей стороны. Поэтому Торецкое я практически пропускаю, потому как там все остается без изменений. А вот уже Покровское мы плавно перешли. Здесь, несмотря на высокую боевую активность, 31 атака наших позиций была предпринята врагами со стороны на Покровском оперативном направлении. Причем атаковал враг практически на всей линии фронта. Миролюбовка, Луча, Лисовка, Крутой Яр, Селидово, Вишневое. Селидово, кстати, продолжает обороняться. Западные окраины города находятся под нашим контролем. Там идут очень тяжелые бои. Но, кстати, угроза Селидова больше возникает с южного фланга, со стороны Вишневого. Враг может попытаться, точнее пытается прорвать нашу оборону там, для того, чтобы отрезать пути снабжения нашей группировки, нашей бригаде, которая удерживается на западных окраинах самого Селидова. Но безуспешно. Так что Покровское направление мы остановили продвижение врага. Сколько мы продержимся, тут никто не скажет, потому что все зависит от ситуации на поле боя. Вы понимаете прекрасно, что только бой диктует и решает, какой будет обстановка
на момент его окончания. Предсказать это практически невозможно. Поэтому, но тем не менее, на Покровском, еще раз повторюсь, стоят рашистские войска, стоит Селидово и идут бои. Не смог враг полностью захватить этот населенный пункт. Вот. Сколько мы продержимся? Ну, это уже вопрос в следующий. А на пока держимся. И несмотря на такие активные боевые действия, 31 атака, которая была предпринята рашистскими войсками. А вот Кураховское направление становится, ну оно в принципе и было главным, но оно и остается им. И, кстати, вот я все время обращал ваше внимание, что на Кураховском направлении даже последние 2 недели количество атак больше. Оно все-таки главное направление. Решили через Курахово идти, видимо, на Покровск. Но и тут враг атакует. 48 штурмов было предпринято на нашей позиции со стороны рашистских войск. Причем на Кураховском направлении сейчас все внимание сосредоточено именно на северную часть Кураховского оперативного направления. Враг пытается нас выдавить с этого кармана в районе Кураховки и Зоряного. Там идут самые ожесточенные бои. Вот Зоряная, Максимiliaновка, Новодмитровка, Екатериновка, Антоновка. К сожалению, здесь с учетом того натиска, который применяет враг на наши позиции, с учетом применения авиации и артиллерии, вражеские войска, да, имеют частичный успех. И врагу удалось продвинуться в районе Новоселидовки и в районе острова. Вот. Так здесь наши войска вынуждены были отойти, но в остальном линия фронта остается без изменений. Мы продолжаем там удерживать позиции. Кстати, на Кураховском направлении продвижение врага вот действительно незначительное, действительно частичное. Там буквально мы переходим с позиции на позицию в основном в результате огневого воздействия, даже не столько штурмов, сколько огневого воздействия рашистских войск, точнее рашистских средств на наши позиции, на наши войска. И здесь мы действительно, откатываясь назад, наносим максимальный урон противнику. Вот на Кураховском направлении самые большие потери у рашистских оккупационных войск. Поэтому вот Новоселидовка и возле острова враг продвинулся немного вперед, ну а в остальном линия фронта остается неизменной, и мы продолжаем вести боевые действия. Кстати, южный фланг Кураховского оперативного направления, там где прямая дорога на само Курахово, в районе Максимiliaновки, несмотря на ожесточенные бои, там уже линия фронта, ну, можно сказать, остановилась. Ну, во-первых, она не менялась уже давным-давно. Да, враг практически занял Максимiliaновку, бегал там со своими триколорными аквафрешами, но тем не менее, дальше продвинуться этого населенного пункта враг не может уже больше недели. Вот. Поэтому здесь на южном фланге Кураховского направления ситуация в принципе на сегодняшний день, ну скажем так, замерла. Я не хочу применять слово стабилизировалась, она замерла. И мы продолжаем удерживать наши позиции, оборонительные позиции. Времовское направление. Ну вот тут наша боль и трагедия. 12 штурмов было предпринято рашистскими войсками. Понятно, что рашистское командование тут же оседлало это направление. Раз там пошел успех, значит там надо пытаться его развивать. Но, кстати, как начинают выясняться обстоятельства, понятно, что все общество в Украине сегодня задается вопросом, почему. Почему такой прорыв обороны, такой глубокий прорыв обороны? Оказывается, опять там стояли бригады и батальоны территориальной обороны. Пока генеральный штаб не называет их нумерацию, но в принципе это не столь важно на сегодняшний день. Важно то, что все знали, все говорили о том, что там есть накопление личного состава вражеских войск. И там, опять же, эти вражеские войска,
эти бронегруппы, вот я вам вчера рассказывал, как там происходило в направлении Шахтерска, в направлении Богоявленного, когда накаты были по 8 единиц бронетехники, 15 единиц бронетехники, и это все накатывалось на войска территориальной обороны, на батальоны, которые вооружены, это легкая пехота, которая вооружена автоматами и гранатометами. И кто надеялся, вот непонятно по решению военного руководства, неужели этого не было видно и понятно, что надо было усилить эти направления, ну и вообще надо не территориальной обороны. Сколько раз мы уже наступали на эти грабли. В Угледаре мы наступили, когда бригада удерживала город Угледар, надежно удерживала, а фланги посадили территориальную оборону. Конечно, она не выдержала штурмовой пехоты, рашистской штурмовой пехоты, которая идет накатами с бронетехникой. Вот мы опять наступаем на те же грабли. И тут позиция военного руководства абсолютно непонятна, почему идет системное повторение ошибок. Или это действие в пользу врага, или ну как это еще расценить, когда оно повторяется из раза в раз, начиная еще с Бахмута, и вот по сегодняшний день, год уже, даже, ну скоро год уже, как эти действия, они постоянно, одна и та же системная ошибка. Рашисты применяют одну и ту же тактику, а мы допускаем одну и ту же ошибку. И сейчас враг продолжает наращивать свои усилия, а теперь для того, чтобы тушить пожар, военное руководство вооруженных сил принимает решение всех в пехоту, всем автоматы в руки и вперед. Медики, технари, операторы дронов, неважно, все в окопы, все в пехоту. Ну, это не выход из положения. Эти люди не штурмовая пехота, это не боевые подразделения и части. Мы просто положим этих специалистов и потеряем и позиции, и этих специалистов. И таким образом пытаются тушить пожар. Бросить туда вновь сформированную бригаду тоже нельзя, потому что мы наплодили этих бригад, как не знаю сколько этих организмов, там уже можно запутаться в нумерации, если, наверное, на один лист уже не поместится, просто если писать номера бригад, которые мы сформировали. Вот. Но на них не хватает техники и вооружения. А боевые бригады, которые реально сегодня пытаются выплыть хотя бы за счет рекрутинга, они практически не получают пополнения. Вместо того, чтобы вот эти вновь сформированные бригады распределить между боевыми личный состав, расформировать вот эти дикие штабы, которые там по 100 человек в бригаде бегает, штабных работников, наконец-то решить вопрос с территориальной обороной. С территориальной обороной вообще получается не задача, потому что ее отобрали. Она создавалась именно как территориальная оборона, и даже ее управление и подчинение было двойное. И министерству, точнее и Генштабу вооруженных сил, и местным советам. Плюс у местных советов, кроме территориалов, были еще и добровольческие формирования территориальных громад. Так нет же, потом взяли их, переформатировали в отдельный род войск. Ну хорошо, род войск, так определите им задачи. Но их задача это не пехота в окопах. У них совсем у территориальных войск совсем другая задача. Они могут удерживать объекты до подхода основных сил. Вот тут ключевое слово: до подхода основных сил. А основные силы это вот штурмовые, мотопехотные, танковые бригады, усиленные артиллерией. Вот это основные силы. А не так, что у нас батальоны территориальных войск или бригады территориальных войск становятся основными силами обороны. Ну, это так, взгляд со стороны, и как бы обида за то, что мы совершаем, который раз совершаем одну и ту же ошибку. И опять же, так самое интересное, еще и ответственность возлагает на командиров этих батальонов, пытаются, точнее, возложить в плане того, что они не удержали позиции. Чем удерживают позиции против бронегруппы из 15 единиц техники? Чем? Автоматом и РПГ? Это
очень риторический вопрос. А еще и надо разобраться, было ли усиление артиллерии, была ли поддержка артиллерии и была ли поддержка другими видами, точнее родами войск, типа подразделениями беспилотных систем. Ну, вот такая вот ситуация. И на сегодняшний день враг продолжает. 12 попыток было захватить наши позиции недалеко от Богоявленовки, Новоукраинки. И да, враг имеет здесь успех. Опять в районе той же Богоявленки. Скорее всего, она уже, судя по картам Дипстейта, она практически перешла под контроль рашистских войск. Екатериновка идет продвижение и Шахтерская. В Шахтерском там тоже враг продвигается вглубь нашей обороны. Где мы теперь остановим? Кстати, мы перед Богоявленным строили рубеж обороны, теперь этот рубеж надо делать где-то уже в другом месте, потому как враг пытается подняться на гряду высот и двигаться в направлении трассы на Курахово для того, чтобы ее перерезать. Да, со стороны Богоявленной. А Шахтерская это продвижение к границе, административной границе Донецкой области. То, что мы с вами и проговаривали. Так что вот здесь у нас, ну, скажем так, критическая ситуация в плане прорыва рашистских войск через нашу оборону. И как мы будем теперь ее решать, ну, будем смотреть, какие решения, какие выходы из ситуации нам предложит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Далее у нас идет Приднепровское направление. Тут оккупанты совершили 2 штурма наших позиций. Оба штурма были безуспешными. Мы удержали позиции на левом берегу Днепра и на островах. И ситуация по нашим плацдармам и позициям и удержанием островов остается без изменений. Враг не добился здесь никакого успеха. Далее идет Волынское Полесское направление. Здесь ситуация остается без изменений. Формирование наступательных группировок не выявлено. Вот. Ну и громких политических заявлений со стороны самопровозглашенного очільника Белоруссии тоже пока что, слава богу, не звучит. Помалкивает, он там сидит тихонько, готовится к выборам, на которые он сам себе назначил на январь. И вот он к ним готовится, хотя к ним готовится и Российская Федерация, заводить туда силовиков из своих для того, чтобы проконтролировать выборы и нарисовать тот результат, как в Грузии, тот результат, который надо. Далее у нас идет, мы пропустили Сиверское, Гуляйпольское и Ореховское направление. Не пропустили, просто их отдельно выделено, точнее не я, а в сводке Генерального штаба они выделены в отдельный абзац. В связи с тем, что там боевая активность была практически равна нулю. Ни штурмовых, ни наступательных действий на этих 3 оперативных направлениях вражеские войска не предпринимали. Там все ограничивалось перестрелками, обменом артиллерийскими ударами и позиционными боями. Далее идет Черниговская, Сумская граница областей. Здесь противник продолжает обстреливать нашу территорию. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Есть повреждения гражданской инфраструктуры в результате этих обстрелов. Вот. Ну, в общем, ситуация остается крайне тяжелой в плане того, что мы несем там потери как в инфраструктуре, так и в людях, особенно в гражданских. Вот. Но, тем не менее, она контролируемая со стороны сил обороны Украины. Далее, по огневым задачам. Силы обороны Украины продолжают вести операцию. Курская область, я поторопился. Курской области здесь тоже ситуация без изменений. Мы ведем высокоманевренную войну, стараемся проводить рейдовые действия и наносить врагу максимальное поражение. Вот. Российское командование делает упор на авиацию и артиллерию. За прошедшие сутки было совершено 37 авиационных ударов с применением 54 авиационных бомб.
Вот. Они понимают, что обойти нас в маневренных действиях Курской области не получается. Корейские войска пока еще в боевые действия не вступали. Мы ожидаем. Есть уже информация о том, где они накапливаются. Около 4000 накоплено. В 2 местах их сосредотачивают накопление северокорейских войск. Вот. Ну, мы отслеживаем этот момент. Пока что Российская Федерация старается не афишировать присутствие северокорейских войск. Хотя я вам объяснял, что юридически Путин здесь переиграл Запад и всех остальных. Но уже начинает, и они перевозку, как они маскируют? Они, во-первых, не афишируют в средствах массовой информации, в российских это замалчивается, раз. Второе, они даже перевозку личного состава осуществляют на гражданских автомобилях или на машинах с гражданскими номерами. Вот, для того, чтобы не привлекать внимание военных колонн. И, как говорит наша разведка, мы уже отслеживаем, на местах отслеживаем, где их размещают. Они приезжают, легкое вооружение у них, то есть автоматы, гранатометы и есть пехотные минометы. Это все, что было замечено из вооружения северокорейских солдат. Это так называемый 11-й корпус спецназа из состава вооруженных сил Северной Кореи. Кстати, министр иностранных дел Северной Кореи сегодня в Москве. Это его второй уже визит в Москву. Видимо, приехал выбивать плату за предоставление солдат. Ну, Северной Корее не жалко, погибнут так погибнут. Главное, чтобы Российская Федерация передала, видимо, то, что обещала. А это деньги и технологии. Ну, с деньгами у Российской Федерации, к сожалению, величайшему проблем пока что нету. Поэтому они платят Северной Корее. А вот с технологиями тут надо... Я думаю, что российские все равно передадут эти технологии. Они постараются выжать максимум из Северной Кореи военно-технической помощи, а технологии в конечном итоге передадут. Если не вмешаются страны Запада и Азии. Почему? Потому что, получив технологии, Северная Корея начнет наращивать свой ядерный потенциал и будет играть все большую роль в политике, во всяком случае в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот. Так что, в принципе, боевые действия идут более-менее нормально, в том плане, что мы продолжаем наносить разгром противнику, мы продолжаем удерживать плацдарм на территории Курской области, и продолжаем навязывать врагу, наша инициатива, мы навязываем маневренную войну. Далее 2 слова надо сказать о крымском оперативном направлении. Давно не было уже у нас сведений. Вчера я вам говорил, что ночь прошла в Крыму неспокойно, были удары ракетами. Кстати, успешные удары сил обороны Украины по военным объектам в Крыму заставили перейти, оккупационные войска российские в Крыму заставили перейти к тактике тотальной обороны. Я вам рассказывал, что снимают даже системы ПВО с Московской области для переброски в Крым. Теперь понятно, вот это то, что там забивали сваи вдоль Керченского моста, это они строили мост-дублер. То есть на мелководье они делали ложную конструкцию моста в надежде на то, что ракета, если она и будет обладать машинным зрением, то по идее она должна ошибиться. Дело в том, что для того, чтобы сработало машинное зрение на ракете, или как его еще называют искусственный интеллект, то для этого не надо ставить дымовую завесу. А если ставится дымовая завеса, то машинное зрение не срабатывает и не помогает. И тогда ракета идет либо по инерционной системе наведения, в координаты, которые в нее введены, либо по GPS на навигации, если это крылатая ракета. Если баллистическая, то она, естественно, идет по баллистической траектории с корректировкой на конечном участке ее траектории. Так что, но российское командование, лучше перебдеть, чем недобдеть. По такому принципу они ужесточают меры.
и мост-дублер, и боновые заграждения, то есть вот эти наплавные понтоны, чтобы надводные бэки, то есть безэкипажные катера не смогли преодолеть и добраться до опор моста. Дальше донные ежи они ставят тоже, чтобы подводные, если таковые есть, не добрались до моста. Ну и новое выражение появилось — башни Мордора. Это вот, я так понимаю, это взято, скорее всего, из произведения Стругацких. Там, где, помните, башни, которые людям парили мозги и не давали здраво мыслить и зомбировали их. Так вот, это что такое башни Мордора? Башни Мордора — это строения, бетонные строения, на которые устанавливается, башенного типа, на которые устанавливаются системы противовоздушной обороны. Ну, в частности, они очень полюбляют ставить туда Панцирь С-1. Для чего? Для того, чтобы поднять горизонт самого комплекса и дать возможность большего обзора комплексу и стрельбы на уровне горизонта, то есть на уровне нуля. Вот. Почему? Потому что ниже горизонта комплекс вести огонь физически не может из-за своих особенностей. Но если он находится, допустим, вот башня над вершинами деревьев или над крышами домов или там над холмами, возвышает этот комплекс, то это как раз становится его линией горизонта, и тогда он на всю дальность досягаемости вдоль линии горизонта своего может вести огонь на поражение, вести разведку и огонь на поражение. Вот эти башни Мордора там наращиваются в районе. Вот. Ну и в принципе, в общем, можно сказать, что это где-то на уровне страха и паники. Вот. Страх, граничащий с паникой, я вот так бы сформулировал, поэтому они готовы на этот мост там. Ну, почему-то они его не закидывают мешками с песком. Видно, потому что это не поможет защитить его от ударов наших ракет. А все-таки я надеюсь, и каждый украинец, я думаю, в душе надеется, что вот-вот по этому мосту должны нанести удар, чтобы он в конце концов рухнул, как незаконное строение. И как оплот или символ оккупации Крыма. Далее. Вот теперь по огневым задачам, которые выполняли силы обороны за прошедшие сутки. Итак, вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины нанесли один удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Один удар по пункту управления войсками, был уничтожен состав с боеприпасами, 3 радиолокационных станции, и были нанесены 3 удара по другим важным объектам противника. Всего за прошедшие сутки потери рашистских захватчиков составили в личном составе 1360 оккупантов. В технике вооружения: в танках 9 единиц, в боевых бронированных машинах 9 единиц, в артиллерийских системах 45 единиц, в реактивных системах залпового огня 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 72 единицы, в автомобильной технике 89 единиц и в специальной технике 1 единица. Вот такие потери суммарно понесли вражеские оккупационные войска на всей линии фронта от Курска до Олешек. И в общем такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях, включая Крымское. Ну, кстати, еще добавим сюда в военную обстановку сегодня, добавим и оперативно-стратегическое направление Российская Федерация. Потому что ночь и для оккупантов на оккупированных территориях, и для агрессоров на территории Российской Федерации тоже прошла неспокойно. Мы достаем до скрепов. Мы наносим удары по скрепам. Ну, начнем с оккупированных территорий. В Луганске была замаскированная воинская часть в промзоне, в одной из промзон Луганска.
там хранились боеприпасы. И оттуда их, там было накопление, туда свозили и оттуда уже распределяли по линии фронта на в основном Купинское, Лиманское направление, вот оттуда, где поближе. На Сиверское направление эти боеприпасы шли. Наша разведка, наши партизаны нашла эту скрытую воинскую часть, замаскированную. И, соответственно, сегодня ночью, даже уже ближе под утро, точнее рано утром, туда прилетели наши ракеты. И сейчас там продолжается детонация боеприпасов, то есть продолжается пожар, детонация боеприпасов, и очередной склад взлетел на воздух. Меньше снарядов достанется фронту, то есть нашим войскам будет на фронте легче. Причем детонация и пожар такой силы, что перекрыто движение возле парка Горького. Кто знает Луганск, понимает, о чем идет речь. И самое страшное, что это же рекреационная зона для отдыха жителей Луганска. Но видите, что творят рашисты? Они размещают склады именно там, где, прикрываясь гражданским населением как щитом. Я думаю, что специально было спланировано, что удар на рассвете, когда в этой зоне никого нет. Даже еще бегуны не выбегали на утреннюю пробежку. Поэтому наши войска нанесли удар и попали туда, куда надо было попасть. И второй сегодня был удар довольно успешный. Это по Чечне. Мы ударили по рашистскому университету спецназа. Он находится в городе Моздок. Это Чечня, и туда прилетели наши добрые дроны. Да, когда, конечно, там местные власти, а местные власти там Кадыров. Он заявил, что здание было пустое, только крыша загорелась, там и все. Но это это университет спецназа Российской Федерации. Это, понимаете, да, то есть этот объект, по идее, должен был быть вообще там стальным куполом закрыт, чтобы его не видно и не слышно было. А наши дроны прилетели и влупили прямо в кровлю главного здания университета. И тут важен сам смысл символизма, то, что даже в Моздоке, где Моздок, где Украина, рвутся наши дроны, причем в таких скрепных учебных заведениях, как Российский университет спецназа. Вот такая сегодня была атака. Она даже больше носит политический характер, чем военный на данный момент. Хотя я думаю, что это могла быть разведка, что наш какой-нибудь бобер или сокол или баба-ежка прилетели, разведали маршрут. Понятно, что долететь можно, понятно, что ПВО нету никакого, значит можно туда отправлять целую стаю дронов. Это что касается военной обстановки. И два слова скажем о военно-политической обстановке, которая происходит в мире и в нашей стране. Помните, да, что Большая Семерка все-таки договорилась и подписала выделение нам кредитов в размере 50 миллиардов долларов. Напомню, что этот кредит отдавать не надо. Ни одного цента Украина платить в этом кредите не будет. Ни в проценты, ни в тело кредита. Эти кредит будет погашаться вместе с процентами за счет замороженных активов Российской Федерации. Так вот, Соединенные Штаты уже огласили о выделении 22 миллиардов из этих 50. Ну, я так понимаю, что они там либо пропорционально ВВП, либо, не знаю по каким критериям, но США как-то поделили эти 50 миллиардов, то сколько выделили. Так вот, США выделяет 22 миллиарда в этот кредит. В рамках этого кредита Великобритания выделяет 3 миллиарда фунтов в рамках этого кредита. Надо перевести в доллары, не помню сумму в долларах. Вот уже третья страна, Япония, объявила о том, что они выделяют в тело этого кредита 3 миллиарда этих самых долларов США. То есть наполнение этих сумм в 50 миллиардов, оно идет полным ходом от тех стран, которые входят в Большую Семерку.
Далее Российская Федерация остановила газовый терминал завода Арктик LNG-2. Этот завод очень уникальный завод, это завод по скраплению газа, он находится за полярным кругом. И последние отгрузки газа, которые осуществлял этот завод, происходили в августе месяце. 8 танкеров он загрузил вот этим газом. Танкеры какие-то левые, нету у них там конкретных обозначений, нельзя найти собственника, все там запутано через офшорные зоны и все остальное. Но самое интересное, что эти 8 танкеров не смогли найти покупателей. В результате они вернулись назад на завод, и завод прекратил. А он, кстати, дважды уже на него наложены санкции Европейским Союзом и Соединенными Штатами, ну, странами-партнерами Украины, скажем так. И в результате чего завод прекратил сжижение природного газа, поскольку западные запреты ограничивают его возможности по отгрузке и продаже грузов. Об этом пишет Bloomberg, но на основании анонимной информации людей, связанных с этим предприятием. То есть, я так понимаю, где-то из российского министерства. Тоже они за денежку, видите, готовы сливать любую информацию. Так что коммерческое сжижение газа на заводе было остановлено из-за высоких запасов, поскольку завод не может свободно экспортировать грузы, заявили анонимные источники. То есть поняли, да? Все емкости завода наполнены, 8 танкеров, которые они смогли там как-то зафрактовать, наполнены, а покупателей на этот газ нету. И, соответственно, завод останавливает производство. А я скажу, что остановить такой технологический цикл, тем более за полярьем, придется греть все оборудование, чтобы оно не перемерзло, чтобы не нарушился технологический цикл, это все должно отапливаться. В принципе, запасы газа большие, скрапленного, так что могут греться собственным газом за счет собственных мощностей. Сами на себя, греть воздух вокруг себя. Далее, в ближайшее время Хорватия закупит у Германии танки «Леопард-2» в версии А8. Уже есть и такая версия. А взамен передаст Украине 30 БМП М-80 и 30 танков М-84. А также боекомплект и запчасти к ним. Так что мы ожидаем сделку между Хорватией и Rheinmetall, немецким концерном, основным производителем вооружения и производителем танков «Леопард». Как только эта сделка будет заключена и первые танки пойдут в Хорватию, мы получим 60 образцов тяжелого вооружения, 30 БМП и 30 танков вместе с БК и запчастями к ним. То есть все как было в комплекте, Хорватия нам передаст. Но это перспектива нескольких месяцев. Это не сегодня и не сейчас. Но тем не менее. Далее, больше заявления. Я счел нужным это прокомментировать, потому что все так сейчас возрадовались этому заявлению. Заявление было сделано Белым домом, точнее Пентагоном, пресс-службой Пентагона по поводу вступления Северной Кореи в войну против нашей страны на стороне Российской Федерации. Можно уже смело говорить, что и это официально, что мы теперь воюем с коалицией ядерных стран в составе Российской Федерации и Северной Кореи. Кстати, это попадает под прямой текст Будапештского меморандума. Там гарантии безопасности в случае нападения на Украину ядерной державы. А тут две ядерные державы. Так вот, в Пентагоне прозвучало такое заявление, что больше никаких новых ограничений на использование американского оружия не будет, если КНДР присоединится к войне. Они как бы считают, что присутствие северокорейских войск на территории Российской Федерации это в принципе, это, кстати, я вам уже говорил об этом, Путин в этом плане переиграл Запад, потому что это законно, это имеет основания, причем в рамках международного права на основании договора. Северокорейские войска могут присутствовать на территории Российской Федерации. Вот если они что значит присоединение? Тут надо два момента разъяснить. Первый момент — присоединение к войне.
в случае, если Северная Корея присоединится к войне. А это значит, что северокорейские войска должны будут пересечь нашу границу и вступить в бой на стороне Российской Федерации на территории Украины. Вот тогда это будет агрессия, тогда это присоединение к войне. Возможно, они могут посчитать присоединение к войне и применение северокорейских войск в Курской операционной зоне. Кстати, именно поэтому я высказывал предположение, что Путин может не спешить с введением северокорейских войск в бой. Возможно, мелкими группами, мелкими подразделениями типа рота, взвод для получения боевого опыта, да. Но подождем, как только батальон, тогда да, тогда можно говорить нашим. Если батальон мы заметим на поле боя, то тогда мы смело можем говорить, что все, Северная Корея в полном объеме присоединилась к войне, вступила в войну на стороне Российской Федерации. Да, на территории Российской Федерации, но это уже будет коалиция стран. Путин, скорее всего, я еще раз убеждаюсь в своем мнении в том, что судя по той маскировке, которую предпринимает российское командование, даже при переброске войск Северной Кореи, я думаю, что в бой они вступят не так скоро. Скорее всего, их будет использовать на внутренних каких-то операциях в плане, допустим, прикрытия госграницы или замены тех российских войск, которые сегодня нельзя снять и с прикрытия госграницы, и с охраны важных стратегических объектов, и с пунктов постоянной дислокации, потому что они там, часть этих российских войск обеспечивает жизнедеятельность этих объектов. А вот северокорейские войска могут их заменить. Тогда это будет и в рамках международного права, и тогда это не будет считаться вступлением Северной Кореи в войну. Понимаете, как он хочет сыграть? Вот. Тут очень такая скользкая. Вот это первое, что надо разъяснить, чтобы вы понимали, что дальнейших ограничений, точнее новых ограничений не будет, если КНДР присоединится к войне. Если. Теперь второе, что надо, самое важное, ключевое слово в этой фразе, в этом заявлении Пентагона, это то, что новых ограничений не будет. Больше никаких новых ограничений не будет. То есть старые ограничения не снимаются. Вот в чем подвох. Вот где собака зарыта. Старые ограничения, то есть удары на глубину 300 километров американским оружием по территории Российской Федерации остаются в силе. Вот это вы должны понимать. Поэтому внимательно читайте и внимательно смотрите на знаки препинания. Вот здесь примерно тот же вариант, как в сказке «Казнить нельзя, помиловать», где поставить запятую. Так вот, больше никаких новых ограничений. А старые никто не отменял и не собирается отменять. Даже не надейтесь на это. Надо рассчитывать только на собственные силы. Вот такое прозвучало заявление от Пентагона. И я считаю нужным прокомментировать, как оно правильно должно читаться. Согласно той смысловой нагрузки, которую оно несет. Далее Норвегия готовит новый пакет помощи Украине на сумму в 500 миллионов евро. Хороший пакет, полумиллиардный, так что ждем от Норвегии очередного пакета. Пока расшифровки нет, но будет, я вам доведу. Далее, кстати, Соединенные Штаты, вот здесь Госдеп сделал заявление, в отличие от Пентагона, они сделали более приземленное заявление, и оно относится уже к консультациям. Соединенные Штаты проводят консультации с украинскими властями и союзниками относительно ответных шагов на привлечение КНДР к войне на стороне Российской Федерации. Об этом заявил представитель Госдепа США. Мы консультируемся с украинцами, мы советуемся с нашими союзниками и партнерами по поводу следующих шагов. И я буду держать эти разговоры в тайне. Я не собираюсь публично говорить о реакции, заявил Мэтью Миллер, представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. То есть конкретные шаги в этом плане предпринимаются. Теперь Южная Корея. На этой неделе делегация Южной Кореи прибудет в Украину. Так что мы ждем, что в Киев посетит делегация Южной Кореи.
Они будут обсуждать ситуацию с отправкой северокорейских войск на Россию и мероприятия, которые необходимо предпринять для того, чтобы противостоять вот этому расширению или возможностям получения технологий и боевого опыта северокорейскими войсками. Сегодня делегация проведет брифинг для комитета по безопасности Европейского Союза. То есть они, я так понимаю, они сейчас находятся в Европе и будут разъяснять, а потом они после Европы они приедут в Киев. Отдельно в Госдепе США сообщили, что США и Южная Корея проведут переговоры министров иностранных дел и обороны в четверг. В одной из тем будет развертывание войск Северной Кореи на России. Ну, это очень хороший знак, потому что, скорее всего, главным вопросом в этих переговорах и консультациях будет это пересмотр позиции правительства Северной Кореи и политического руководства Северной Кореи в плане прямого предоставления нам средств вооружения. А я вам уже рассказывал, северокорейское оружие довольно очень высоко котируется в мире и является довольно высокотехнологичным и качественным. Вот что очень, очень важно и что бы нам хотелось получить. То, что мы стремимся. Так что здесь, видите, все-таки реакция есть, и надеемся, она будет для нас позитивной и продуктивной, самое главное. Ну и Соединенные Штаты, затронем выборы в США. Там начинается грязная, конечно, история, потому что я так понимаю, что закончились аргументы. Трамп начал оскорблять Камалу Харрис. Ну, обычно, когда прибегает к оскорблениям, значит, мозги уже закончились. Видимо, интеллектуальные способности Трампа на этом исчерпались. Он назвал Камалу Харрис психически кандидата. Камалу Харрис, вице-президента США, ее как вице-президента, он назвал ее психически отсталой. Реакция, ответы на такое предложение пока не последовало, но Камала Харрис в интервью, выступая точнее на одном из своих митингов, высказалась, что Трамп не пригоден быть президентом, и предложила Трампу вместе пройти тест на IQ. Об этом сообщило издание CBS News американское. То есть, там уже не то, что грязное белье из корзины достают, там уже поснимали трусы и друг другу показывают задницы. Примерно так это выглядит. Очень сильно закручивается интрига. Штаты, вот эти колеблющиеся штаты 7, которые, как правило, определяют итог выборов Соединенных Штатов, там где-то Трамп опережает по рейтингам Камалу Харрис, где-то Камала Харрис. Но самое интересное, что там разница в процентах минимальная. Буквально она даже меньше, чем погрешность социологических опросов. Так что интрига закручивается, до выборов остается 6 дней, 5 ноября, я напоминаю, начнется с утра голосование. Демократы голосуют досрочно, очень активно, а республиканцы наоборот хотят создать, видимо, ажиотаж и толкучку на избирательных участках. Поэтому своим кандидатам республиканцы не рекомендуют использоваться досрочным голосованием. Говорят, приходите на избирательные участки и опускайте бюллетень в урну. Не верьте этим всем машинам, они типа обманывают, ваши голоса могут украсть. Вот даже такие настроения Трамп и его штаб распространяют среди своих избирателей. Ну и на пасашок, на завершение, что творится на болотах. За поребриком просто происходят чудеснейшие вещи. Кстати, они могут иметь далеко идущие последствия именно для жителей Российской Федерации. Так вот, тут немножко надо в математику окунуться. Дело в том, что есть такое число, называется ундецильон. Ундецильон. Это число,
которая имеет в своем порядке 36 нулей. Ну, представьте, что если миллиард имеет 9 нулей, да, миллион 6 нулей, миллиард 9 нулей, триллион, по-моему, 12 нулей имеет. А вот это ундецильон. 36 нулей. Вот такое огромное число. Причем самое интересное, ну я так понимаю, наверное, в рублях, не в долларах. В чем подвох? Подвох в том, что Российская Федерация решила выставить счет компании Google в виде штрафа в размере 2 ундецильонов, то есть 2 ундецильона денег, рублей, да, я правильно сказал, не ошибся. Это штрафные, это неустойка, плюс пеня за несвоевременную оплату из-за блокировки пропагандистских ресурсов на ресурсе YouTube. На данную сумму еще и начисляет, каждый день начисляет пеню. То есть каждый день эта сумма растет. Ну, вообще-то это маразм. Почему? Потому что YouTube это частная компания. Она и YouTube как ресурс, видеоресурс, входит в компанию Google. И она является собственником. Хочу транслирую, хочу не транслирую. Поэтому тут как бы, как они собираются предъявить. Но надо смотреть, как говорил Козьма Прутков, зри в корень. Так вот, если зрить в корень, на мой взгляд, здесь, скорее всего, Роскомнадзор ищет причину или основание, подводит россиян к основанию запрещения YouTube. Для того, чтобы сказать, что смотрите, YouTube заблокировал наши каналы, мы им выставили неустойку, на нее начисляется пеня, они отказываются платить, поэтому что должны сделать? Правильно, заблокировать YouTube. Вот мне кажется, что единственное, что как всегда в Российской Федерации или вдребезги, или пополам. По золотой середины не бывает. Нет, чтобы назвать какую-то вменяемую цифру. Они специально придумали, на мой взгляд, они специально придумали такую цифру штрафных санкций, которую нереально выплатить. Потому что даже если рубли перевести, ну, уберите с этих 36 нулей 2 нуля, это получится сумма в долларах. Сегодня 1 рубль где-то оценивается, точнее 1 доллар оценивается приблизительно в 100 рублей. Там Набиуллина всеми конечностями и зубами пытается удержать доллар на отметке чуть-чуть ниже 100 рублей. Чтобы они считают, что 100 рублей за доллар это у них психологический барьер для социума. Вот. И она его держит. Так что уберите с этого числа 2 нуля, и это будет сумма в долларах. А теперь представьте, ну, где столько взять денег на планете Земля, чтобы выплатить этот штраф. То есть этот штраф, он нереальный. И его даже, ну, вряд ли какой-то суд будет рассматривать. Но для россиян, которые живут в эфире пропаганды, они даже не могут глоток свежего воздуха хлебнуть. И последняя вот возможность подышать более-менее независимыми средствами информации, это как раз и есть YouTube. Послушать зарубежных аналитиков, послушать зарубежных военкоров и все остальное. Но я думаю, что именно подводится под то, что, кстати, Новый год может быть хорошим подарком для граждан Российской Федерации в плане того, что YouTube там 31 декабря в 23 часа 59 минут просто потухнет на экранах. Ну, как я и говорил, это неизбежный процесс. Да здравствует Чебурнет, это для Российской Федерации это неизбежный процесс. Ну, правда, там будет не Чебурнет, там, наверное, будет Панданет. Почему? Потому что Россия уходит в Китай. Несмотря на то, что Китай отказался размещать серверы российского интернета, то серверы расположат в Российской Федерации, а контент будет идти совместно с Китаем. Там абсолютно независимый. Я был в Китае, видел это своими глазами, прочувствовал, как говорится, на себе. Там нету ничего гугловского. Нету. Ни гугловского нету. Ну, американского интернета там нет. Ни Фейсбука, ни Ватсапа, ничего. Там есть
свои китайские приложения, там есть свой китайский интернет. Ну тогда еще по VPN можно было 3 минуты успеть что-то посмотреть в новостях. После этого все блокируется. Вот включаешь VPN, подсоединяешься к Facebook, через 3 минуты ты уже заблокирован. Настолько быстро работала система. Это 2019 год был. Вот. То сейчас там WeChat у них. Вот. За основу Китай взял WeChat и сделал из него универсальную социальную сеть, которая вплоть до того, что считает социальные баллы плюс-минус для каждого гражданина. Она же и платежная система, она же и реестр всех граждан, ну, у которых есть смартфон. Потому что там еще очень много населения, которое живет в горах, и там вообще нет цивилизации. Там есть даже места, где рабовладельческий строй воруют в соседней деревне детей для того, чтобы обращать их в рабство. Даже такое есть в Китае. Ну да ладно. Вот такой вот сегодня, на такой вот ноте чебурнетовской мы закончим с вами сегодняшний обзор. Такой он получился. Я благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно, приглашаю подписаться на мой канал тем, кто еще не подписан. А тем, кто смотрит это видео, просьба поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть большее количество людей. Также напоминаю, что юридическая компания «Консультант» ждет обращения военнослужащих и членов их семей для оказания юридической помощи в решении проблемных вопросов, как прохождения службы военнослужащими, так и финансовых выплат. Причем и военнослужащим, и членам их семей. Для того, чтобы получить бесплатную консультацию, как решить вашу проблему, необходимо воспользоваться ссылкой в описании к этому видео. Ну а если вы принимаете решение дальше сотрудничать с этой компанией, то тогда лучше поставить на свой смартфон мобильное приложение. Вы на прямой связи с юристами компании. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Большое вам за это человеческое спасибо. Ну а ми з вами продовжуємо вірити в сили оборони України. Перемога наша, слава Україні!